Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о признаках порчи на дом, поговорим о том, как ее убрать, как от нее быстро избавиться. Друзья, очень важная и ценная информация, которую вы часто задаете в комментариях. Мы постарались это объединить в этом видео и все объяснить, как говорится, разложить по полочкам. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы знаете, дом – это то, что каждый человек любит, что старается наполнить уютом, теплом, светлыми энергиями. Защитить для этого нужно прикладывать, конечно же, усилия, при этом как физических, чтобы все вещи находились на местах. Стекла, зеркала должны быть чистыми, по углам не лежать клочья пыли, а потолок не был завит паутиной. На шторах и скатертях, коврах не было пятен, такие энергетические. Для этого нужно постоянно повышать свои знания, изучать то, что предки передали по наследству, чтобы сделать нашу жизнь более простой, чтобы научить нас притягивать нужные энергии и заполнять ними дом, что поможет создать сильную энергетику. Каждый дом имеет свою особую энергетику, и зависит она от тех людей, кто в нем проживает, от их сил, эмоций, желаний, чувств, которые они излучают. Если чувства теплые и наполнены любовью, то и атмосфера в нем будет благоприятная. Когда в дом приходят близкие люди, это делает его энергетику уютной и атмосферной. Но если в дом вхожи нечистосердечные люди, то это способно не только разрушить энергетику жилья, но и перекрыть потоки для положительных энергетик, из-за чего в доме испортится энергетика и не будет так приятно в нем находиться. Дом очень важен, он помогает восстанавливаться человеку энергетически, эмоционально, как после неприятных жизненных ситуаций, так и после обычного рабочего дня. Энергетика дома и членов семьи, которые в нем проживают, крепко связаны между собой. Если ослабевает энергетика жилья, ослабевает и энергетика членов семьи. Если в нем становится неприятно находиться, это напрямую сказывается на различных сферах их жизни. Если в доме до того, как вы в нем поселились, жили еще какие-то члены вашей семьи, он будет содержать и их энергии, благодаря чему его энергетика будет более сильной и сможет противостоять разрушительному негативу, но это только когда члены семьи живут в нем, были чисты душой и добры сердцем. Если же это было не так, стоит обратить внимание на сильную энергетическую чистку, провести ее, иначе дом будет в таком случае отбирать энергии, которые нужны тем, кто в нем живет. Для того, чтобы в доме все было хорошо, в нем было приятно находиться, нужно постоянно над этим работать и все контролировать, прислушиваясь к внутреннему чутью, которое будет вам в первую очередь подсказывать, когда энергетика вашего жилья начнет меняться не наилучшим образом. Это чаще всего будет ощущаться в ночное время и сказываться на вашем сне и на самочувствии по утрам. К сожалению, нас на протяжении нашей жизни не всегда окружают искренние люди. Это могут быть как те, кого мы считаем своими друзьями, соседи, родственники, которые порой целенаправленно причиняют вред по неведомым причинам. Как им самим, так и вам. А бывает и из-за банальной зависти, на которую они тратят свои силы и энергии. Вместо того, чтобы добиться чего-то своего и чтобы не пришлось завидовать кому-то. Мышление таких людей тяжело объяснить. Если бы они задумались о своих действиях и посмотрели бы на себя со стороны, им бы не понравилось то, что бы они увидели. Но они слишком заняты негативными мыслями, чтобы думать о чем-то еще, анализировать или взвешивать. В этом и состоит основная проблема данной категории людей. Они сами ничего не имеют и желают, чтобы так было и у тех, кто их окружает. Ведь видят в этом, по их мнению, справедливость. Хотя это не так, и они сами допустили все то, что есть в их жизни. Нравится им это или же нет. Такие люди часто обращаются к негативу за помощью, не задумываясь даже о том, что через некоторое время им придется ответить перед высшими силами и Вселенной за то, что они причинили кому-то вред, которым испортили жизнь данному человеку, его семье и разрушили то, что этот человек создавал на протяжении времени, не жалея на это времени и сил.
Порча на дом не исключение. Это вы принимаете то, что он у вас такой, как есть, как должное, что семья, живущая в нем, дружная, а кто-то не может пройти это стороной, так как зависть и злость просто-навсего застилают глаза. Если у вас все в доме было хорошо, никогда не было крупных конфликтов, ссор, скандалов, максимум, что происходило, это когда вы перекидывались недовольными взглядами или же спокойно о чем-то разговаривали. Но ни с того ни с сего эмоции начинают бить ключом. Вы постоянно ругаетесь, не можете найти общий язык, да и не желаете уже этого делать, так как негодование только приумножается, и вы только и ждете повод, чтобы что-то высказать, в чем-то кого-то упрекнуть, подчеркнуть неправоту, обругать или наказать. В такой момент можно подумать, что чувства начали угасать или же стало заметно то, на что ранее не обращалось внимания, что пропало желание под кого-то подстраиваться. Хотя в дружной семье это нормальное явление, но причина гораздо хуже и сложнее. Но проявляться она начнет в полной силе со временем, так как действует порча на дом. Ей нужно время, чтобы притянуть негатив, которым завьется уже весь дом, чтобы в нем стало некомфортно находиться, когда особенная энергетика не будет такой крепкой, так как это ее ослабит, и когда неприятности начнут ее наполнять день изо дня. Но чтобы не упустить ценное время, а вовремя исправить и убрать данный вид порчи, нужно быть внимательными. Если вы только ощутили, что что-то не то, усомнились в поступках кого-то из членов семьи, в своих собственных, комфорт сменил дискомфорт, обратите внимание на такие признаки, которые укажут на порчу. Дом будет на глазах становиться неуютным, у вас возникнет желание что-то заменить, и такое ощущение может быть даже после того, как вы только, казалось бы, недавно закончили ремонт. Вы будете стараться принести в дом что-то новое, какую-то посуду, скатерть, купить коврик к двери, постельное белье, даже элементарные предметы интерьера. Это ощущение будет возникать на интуитивном уровне, так как новый предмет или вещь излучает хорошую энергетику, и это будет делаться для того, чтобы разбавить негатив, который быстро приумножится и распространится. Хотя вы сами не будете этого понимать, что вами движет. Будут ощущаться то жара, то холод, повысится влажность, начнет появляться плесень, которая способна притягивать разрушительный негатив и отбирать жизненные силы, заменяя их проблемами со здоровьем. Такое может быть в том случае, если человек, который наводил порчу, сильнее вас на энергетическом уровне, или же подклад находится в доме довольно давно. Будут появляться и неприятные запахи. Канализация будет пахнуть из труб. Избавиться от запахов у вас не получится. Могут быть и прорывы труб, они часто будут забиваться. Начнут лопаться зеркала, на них постоянно будут возникать какие-то пятна. Окна будут быстро загрязняться, покрываться слоем пыли. Ведь вы знаете, что негатив притягивает негатив, а через окна в наш дом способны поступать различные энергии. Вот негатив и начнет перекрывать доступ сильным энергиям, чтобы они не смогли пройти через окна и помешать его распространению. Будет постоянно ломаться техника. Как только вы будете забирать из ремонта одну, сразу же что-то следующее будет выходить со строя. Отношения между домочадцами будут ухудшаться с каждым днем. Будут такие ссоры, которые могут привести даже к дракам, так как эмоции не получится контролировать. Это очень опасно и может привести к непоправимым последствиям, даже к нанесению травм. Растения, которые красиво цвели, начнут просто-навсего пропадать, цветы осыпаться, листья желтеть, что приведет к тому, что от них практически ничего не останется. И чем крепче будет становиться воздействие порчи, тем в худшем состоянии будут находиться цветы. Букет цветов, который вы принесете в такой дом, не будет в нем стоять в вазе более суток. После ночи будет казаться, что он находится в вашем доме довольно давно. Животные будут вести себя неадекватно. Если за ними понаблюдать со стороны, то может показаться, что они всячески будут стараться вырваться из такого дома, покинуть его. Могут даже убегать, так как они в большей степени, чем люди, ощущают его присутствие и влияние.
Дети будут постоянно плакать, капризничать, бояться оставаться в темное время суток без света, а люди в возрасте начнут в это время ощущать все свои хронические заболевания, а также проблемы с давлением, с сердцем и нервной системой. Ощущение того, что вы в доме не одни, будут преследовать каждого члена семьи без исключения, а также ощущение того, что за спиной кто-то стоит или же толкает в спину. А когда такой человек будет поворачиваться, то никого не будет, или же он может заметить мелькнувшую тень. Будут мучить постоянные головные боли, мигрени, головокружение, приступы паники, задышка, жажда. Если негатив начал разрушать энергетику жилья, то могут возникать даже бытовые травмы, такие как порезы, ожоги, падения и, как следствие, переломы. Домовой будет хлопать дверями, стучать, указывая на то, что в дом пришла беда. Могут начать сниться вещи и сны, порой даже указывая на того человека, кто же навел порчу. Это если подклад принесет в дом и домовой видел, кто это сделал. Поэтому не стоит игнорировать такие сны, а лучше присмотреться. Возможно, вы переоцениваете искренность того, кто вхож в ваш дом, и стоит держаться от данного человека подальше. Со временем появится и желание чаще открывать окна, так как в такой момент вы будете ощущать себя лучше, ведь со свежим воздухом будут попадать светлые энергии, которые в первое время будут улучшать энергетику жилья, немного изгоняя из него негатив. Но если желание открывать окна пропадет, это уже будет указывать на то, что ничего хорошего в нем не происходит, и негатив практически его заполнил. Может быть и такое, что у вас пропадет желание оставаться в таком доме, будет хотеться поскорее его покинуть, выйти на улицу, а еще через время и вовсе в него не возвращаться. В таком случае распадается семья, так как кто-то членов семьи не выдерживает и уходит. Могут появляться разные насекомые, чаще всего это моль, тараканы, мухи, ведь это предвестники негативных энергий и таких же событий, которые надвигаются на дом, где они находятся. Поэтому, если что-то из этого начало вас тревожить, срочно начните действовать, пока не стало поздно и есть возможность все исправить. Если вы нашли во время того, как эти неприятные события начали происходить в вашем доме, что-то непонятное, непривычное, пугающее, то происхождение чего вы не можете объяснить, но точно знаете, что что-то не принадлежит вам. Ну, например, воск с шерстью, волосы с землей, узлы, навязанные на черных нитках, ржавые булавки, гвозди, мешочки с какой-то крупой, ногти с рисом, передавленный мак, огарки свечей, подпаленные фотографии или вырезки из газеты, на которых изображены негативные события, или же умершие люди. Могут и в альбоме быть подожжены ваши. Иголки в грязном куске ткани, все это без сомнения укажет на то, что на ваш дом сделана порча. Обычно такие находки можно найти в труднодоступных местах, за шкафом и на шкафу в углу. Тогда их приносят те, кто часто вхож в ваш дом и знает, где эти места. Если же такое вы найдете в коридоре, в туалете, в ванной комнате, это означает, что данный человек был в доме, но не часто и не знает, где можно и такие вещи спрятать. Но если вы обсмотрели весь свой дом и ничего не нашли, такое может быть, когда тот, кто хочет вам навредить, не вхож в ваш дом. Но если вы в чем-то сомневаетесь, возьмите восковую свечу, подожгите от 3 спичек и при этом проговаривайте такие слова. Если порча мой дом наполняет, огонь на это укажи. Свеча затрещи, пламя задрожи. Когда проговорите эти слова с данной свечой, обойдите трижды свой дом по часовой стрелке. Если свеча будет трещать, коптить, пламя будет двигаться со стороны в сторону, можете также не сомневаться, порча присуща в вашем доме. Если вы уже не сомневаетесь, что на вашем жилье навели порчу, нужно срочно дом от нее избавлять. Если нашли подклад, ни в коем случае не берите его руками.
Используйте для этого какие-то перчатки, лист бумаги, кусочек ткани, салфетку, палочку и так далее. Старайтесь унести подальше от дома, придав находку огню и приговорив такие слова. Находка от недоброжелателя больше на дом не влияет. Свой контроль энергетически над ним теряет. Негатив огонь сжигает и от него все очищает. Когда проделаете это, возвращайтесь домой и обязательно очистите жилье. Для этого нужно взять немножечко соли, насыпать ее в воду и протереть тщательно все полы в доме, проговаривая такие слова. Порча дом мой покидает, энергетику в семью впредь не разрушает, негатив не привлекает. Воду выливайте в канализацию, после чего сыпьте туда щепотку соли и только тогда уже сливайте. После этого оставьте по центру стола картошку, хорошо вымытую, и скажите такие слова. Картошка в земле взрастала, соки сильные и энергии впитала. Ее на сакральном месте оставляю, энергетику очистить позволяю. Потоки для негатива перекрыть и в данный дом их больше не впустить. Разместив картошку, нужно, чтобы все вышли из дома минимум на 3 часа. А если есть возможность, то на сутки. Когда вернетесь домой, заверните картошку в чистый лист бумаги, но не трогайте ее руками. После чего вынесите, оставьте под старым пнем или возле неживого дерева. Но так, чтобы никто ее не нашел и не подобрал этот разрушительный негатив. Ну а вернувшись домой, вымойте руки с солью, после чего подожгите лаванду, мяту или ромашку, или что-то из того, что есть в вашем доме. Обойдите его трижды, окуривая при этом и проговаривая такие слова. Порча в этом доме больше не живет, каналы очищаются, энергии светлые и сильные в него возвращаются. Проблемы покидают, недопонимания между членами семьи исчезают. После проделанной практики, чем окуривали дом, нужно вынести из него и выбросить где-то на природе. И очень быстро энергетика вашего жилья обязательно наладится, все восстановится, в нем вновь станет приятно находиться. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, прямо сейчас в комментариях напишите слово «защита», и пусть Вселенная обязательно защищает, помогает и оберегает вас от любого негатива. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.